Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как из треугольников связать квадрат. Таким способом можно связать коврик, или салфетку, или подставку под кружку, или под тарелки. Вязать я буду из шнура 2 мм, Карамель Бэби. Это полиэфирный шнур без сердечника. И понадобится крючок 3 мм. Особенность этого квадрата в том, что его размер зависит сразу от того, сколько вы наберете воздушных петель. То есть потом его увеличить уже нельзя. Я сейчас свяжу маленький образец, и вы поймете, как вам потом сделать любой размер такого квадрата. Я наберу 15 петелек и посмотрим, какой потом получится размер квадрата. Набираю 15. Вот я набрала 15 петель и делаю еще одну. Дальше я вяжу столбики без накида до конца ряда в каждую петлю. Вот я довязываю последнюю 15-ю. Петля подъема. Можно вот этот хвостик сразу прятать. Чтобы он не мешал. Дальше я буду вязать столбики без накида за задние перемычки, вот эти вот полупетли, и заодно буду прятать хвостик. Именно за заднюю полупетлю столбики без накида вяжу. Сейчас я его обрежу, чтобы он нам не мешал. Итак, я вяжу до конца ряда, но не провязываю последние 3 петли. Вот у нас остались 3 петли. 1, 2, 3. И я буду делать убавку. Вытягиваю одну петлю, вторую, третью. И сейчас все 4 соединяю. Сделала убавку, теперь петля подъема. Все время будем вязать за заднюю полупетлю, начиная с первой, вяжу все петли подряд до конца. И дальше повторяем все точно так же. Петля подъема. С первой петли начинаем и вяжем до конца, не провязывая опять 3 петли. Вот осталось 3 петли, делаем убавку.
соединяем. Вот видно, уже получается угол. С этой стороны мы все время будем делать убавку, а с этой будет у нас ровная сторона. Петля подъема. Каждую петлю до конца. И так мы продолжаем вязать. С одной стороны убавляя петли, пока у нас они не закончатся. Дальше вяжем самостоятельно и встретимся на самой макушке. Вот я уже подхожу к концу треугольничка, к завершению. Все соединяю вместе петли. Вот такой получился треугольник. Делаю петлю подъема. И сейчас нужно нам вот с этой стороны набрать тоже 15 петель, как мы набирали вот здесь. Начинаем вот отсюда, где у нас последний ряд был. Вторая, третья, четвертая, пятая. Так до конца вяжем. Вот я провязала 14 и 15 за самую крайнюю. Так, 15. Делаем воздушную петлю, переворачиваем, и сейчас мы будем вязать треугольник, второй треугольник. Вяжем все точно так же, как в первом, за заднюю полупетлю до конца ряда и не довязываем 3 петли.
Вот остались последние 3 петли. Делаем убавку. Соединяем. И дальше продолжаем вязать точно так же треугольник, пока не закончатся петли. С этой стороны делаем убавку, а с этой ровный край. Так продолжаем дальше. Вот я связала второй треугольник. Разворачиваем вязание и продолжаем вот с этой стороны. Нам нужно набрать опять 15 петель. Вот я набрала 14, сюда набираю 15, петля подъема и начинаем вязать третий треугольник. Здесь не довязываем 3 петли. Делаем в конце убавку. И продолжаем вязать третий треугольник. Я закончила вязать третий треугольник. Петля подъема. Разворачиваем. Сейчас здесь мне нужно набрать, то есть не набрать, а провязать 15 столбиков без накида, но последний столбик мы уже будем присоединять вот к этой стеночке, и я вам сейчас покажу, как это сделать. Провязываем 15 столбиков без накида, так как мы это раньше делали. Так, я провязываю 14. И теперь вяжу 15. Вытягиваю петлю. Сейчас будем соединять вот за эти петельки. Это первый ряд, который мы набирали. Вот цепляем за первую. Вытягиваем. И эту петлю протягиваю через оставшиеся петли. Разворачиваем.
Сейчас с этой стороны мы не будем делать петлю подъема, а сразу провязываем. Так, еще покажу. Вот сюда же столбик без накида. И продолжаю дальше вязать за задние полупетли, столбики без накида, и не довязываю последние 3 петли. В конце делаем убавку. Соединяем. Петля подъема. Здесь мы делаем все точно так же, как и вот тут делали. Переворачиваем. Вяжем до конца за задние полупетли. Так, вот я провязываю предпоследнюю петлю, а последняя она у нас прячется. Вот так вводим крючок, вытягиваем петлю, и сейчас мы будем вязать через петлю вот по этому краю. Одну пропускаем, вытягиваем и через 2 петли. Все. И дальше вяжем без подъема петли. Сюда же столбик без накида. И вяжем по нашей старой схеме до конца, не провязывая последних 3 петли. Делаю убавку. Петля подъема. До конца ряда столбики без накида. Вяжем до конца. Последнюю петлю провязываем, как я вам показала до этого. Вот она тут прячется. Вытягиваем. Пропускаем одну. Вот одну пропускаем. И вторую провязываем. Вытягиваем. И через 2. Все, дальше повторяем, как я вам показала, здесь соединение. Не забываем, что здесь мы вяжем через петлю, и пока не закончатся наши ряды. И не забываем, что мы уже петлю подъема не делаем, а провязываем сюда сразу столбик без накида и вяжем дальше. Так, я провязываю последний ряд. Вот делаю убавку. Соединяю. Все, и теперь нам останется соединить с последней петлей. Делаю петлю подъема, и в самый уголок провязываю соединительную петлю. Все, наш квадратик готов. Сейчас я отрежу шнур и спрячу.
Вот я связала еще один квадратик, я его отпарила, он получился такой ровненький. И сейчас я точно то же самое сделаю с этим квадратом. Ну вот, желтый квадрат готов, я его проутюжила, он стал тоже ровным. Сейчас мы посмотрим, сколько он сантиметров. 10 где-то или 10 с половиной примерно. Это на 15 петель. То есть, если вы хотите коврик там или подставку для кружки или салфетку больше, то вы набираете большее количество петель. Вот так вот он смотрится под кружечку. Мне кажется, очень симпатично. Вот и все, наш урок закончен. Если он вам понравился, жду от вас пальчики, лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание. До свидания.